А бывало ли у вас такое, что вы идеально определяете ордер-блок, выставляете от него позицию на вход, все сделали правильно, все сделали идеально, тейк, стоп, все указано, все замечательно, но цена берет и не доходит до вашей позиции. Вы не отчаиваетесь, выставляете еще одну позицию, определяете ордер-блок, стоп, тейк, здесь даже еще покруче РР, но цена и в следующий раз буквально пару пипсиков не доходит до вашей позиции и улетает далеко вниз. Либо наоборот, вы определяете ордер-блок, выставляете свою позицию, цена стремительно подходит к вашей позиции, вас открывает, но после этого вы получаете стоп. Случалось? Сегодня мы поговорим с вами именно об этих противных блоках. Я их называю SMT-блоки, ловушки для трейдеров Smart Money. Почему они ловушки и как их использовать в своей торговле? Для начала начнем с самого-самого начала. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно разобраться, а как эти блоки находить. И мы с вами обязательно вернемся к теории, к самому базовому. Что такое ордер-блок по ICT? Почему нужно это знать? Почему в этом нужно хотя бы капелюсечку понимать? Именно потому, что данные блоки видят огромнейшее количество трейдеров. А вы же знаете, что 95, 93, на самом деле вообще по барабану сколько, важно, что очень-очень много трейдеров, они торгуют самое общеизвестное. В данном случае сегодня самое общеизвестное — это Smart Money. Соответственно, именно они будут входить от этих общеизвестных блоков. Как же определяет свой ордер-блок ICT? Здесь все просто. Недолго будем на этом останавливаться, больше посмотрим именно про саму точку входа, как ее можно будет определять на графике. Чтобы найти ордер-блок по ICT, нам нужно увидеть первое. Это снятие ликвидности. Как только у нас есть снятие ликвидности, мы обращаем внимание на самый последний импульс. По факту всегда данный импульс является правильным откатом. И в этом импульсе нас будет интересовать не все вот это движение, не все огромное движение, а именно определенные свечи. Какие же это будут свечи? Это будут в восходящем тренде последние бычьи свечи. То есть в данном случае это вот эти вот две замечательные свечи. Вот это будет у нас ордер-блоком. Также есть разновидности, вариации этих ордер-блоков и как их отмечать. Из-за того, что данные ордер-блоки не особо сильно хорошо начинают отрабатывать, их многие трейдеры начинают немножко двигать, передвигать, определять тени, тела. Я расскажу про несколько тех разновидностей, которые вам нужны, которые вам помогут вообще определять, где же стоят эти чужие блоки. По сути, первый вариант — это выделить вот так. Второй вариант — это выделить только последнюю бычью свечу, которая у нас является предвестником непосредственно импульса вниз. Также есть такой формат входа непосредственно по телу свечи. Здесь идет разновидность, она из-за того, что есть у нас имбаланс, нет имбаланса. На самом деле, когда вы будете рисовать SMT-блоки, вы будете понимать головой, что нам не нужно в это очень сильно углубляться. Нам нужно понимать, что ордер-блок в понимании ICT и в понимании большего количества трейдеров на рынке — это некое последнее движение, которое заставило после себя пойти цену в обратном направлении. То есть все, что нужно нам понимать про наш ордер-блок. Также вы будете определять ордер-блоки по тренду. В данном случае мы видим, что цена вроде бы развернулась, цена по-хорошему вошла в этот ордер-блок и пошли ниже. И по факту мы видим с вами, что вот эта вот свеча, она точно так же была последней бычьей свечой, которая запустила дальше нисходящее движение. Да, и также может выглядеть наш ордер-блок. Точно так же, неважно, будет здесь имбаланс, да, давайте вот сделаем, чтобы его не было. Неважно, будет он, не будет. По сути, по ICT это тоже будет ордер-блок. Повторюсь, все остальное это просто разновидности. Где-то кто-то сказал, кто нужен имбаланс, что не нужен имбаланс. Где-то 3 свечи вверх, влево, вправо. Это, по сути, особо роли не играет. Почему? Напомню, больше 93% трейдеров убыточны. Почти все в данном случае соблюдают вот эти правила. Ваша задача просто понять, что такое ордер-блок по ICT. В данном случае это вот эти вот движения. Да? Также есть еще один вариант, как я вам покажу этот ордер-блок. Идет некое накопление, в этом неком накоплении у меня есть снятие непосредственной ликвидности, и вот это вот движение, вот это последнее движение, оно и будет предвестником ордер-блока. Ну, я думаю, блок вы сами здесь найдете. Это вот замечательные две свечи. Давайте их чуть-чуть покрасивее отметим вот так. Итак, это все варианты, все разновидности, как можно отметить ордер-блок по ICT. Точно та же история будет и
в бычьем направлении, да, в голове перекрашиваем зеленые свечи на черные, и получается, что вот эти свечи у нас медвежьи, а восходящие — это черные. Последний блок нисходящих свеч у нас будет непосредственно ордер-блоком. Мы их можем сократить до одной, можем выделить по тени, по телу. В продолжении восходящего движения все откаты, все правильные откаты, по сути, вот эти движения, они являются правильными откатами. А если вы не знаете, что такое правильный откат, обязательно в описании ниже посмотрите видео про правильный откат и поймете сразу, чего вам тут рассказывают. По итогу, следующая восходящая зеленая свеча, она точно так же будет у нас чем? Ордер-блоком. Хороший, красивый ордер-блок, который мы просто выделяем. Хотите, выделяйте вот так, хотите, выделяйте по тени. Все равно, неважно как. Важно, чтобы вы его видели, и вы понимали головой, что другие участники рынка будут понимать, что здесь есть ордер-блок. Теперь другой вопрос. А как входят люди в эти позиции? Как другие трейдеры входят в позиции? Что они хотят здесь увидеть? В данном случае трейдеры, которые хотят войти в позиции, очень часто пользуются непосредственно инструментом Fibonacci, да? Я беру коробку Gann, она тоже меня очень довольно неплохо выручает. В данном случае очень много трейдеров, чтобы повысить свою прибыльность, они делят непосредственно ордер-блок на две части, верхнюю часть и нижнюю. И очень многие ставят свой вход не, как казалось бы, не прям по правилам, а правило вот так, да, то есть цена подходит к блоку, мы получаем вход, стоп ставим за блок и улетаем дальше. Они ставят свои входы непосредственно от 50%. Я думаю, не раз вы встречались, особенно если вы сейчас на русском ютубе, вы, скорее всего, смотрели Cryptology. В Cryptology очень-очень большой акцент делается именно на это. И задача, что ты откатываешься на 50% и улетаешь в небо. Где-то это отрабатывает, где-то это не отрабатывает. Я не говорю, что это вообще не работает. Конечно, есть 10% трейдеров, которые зарабатывают. Скорее всего, часть из них, наверное, и заработает. В данном случае зеленая свеча точно такая же история. Люди откатывают 50%, кто-то входит непосредственно от хая, кто-то ставит залог. Важно понимать, что общего у любого из этих входов. У них у всех общий одинаковый стоп. Он находится вот здесь, и он находится непосредственно вот здесь. Соответственно, если я вижу на графике какой-то красивый ордер-блок, и я понимаю, что для большинства трейдеров это очевидный, видимый ордер-блок, который, скорее всего, видят все участники рынка, я знаю, куда они поставят свой стоп. В этом и есть ценность Smart Money Trap, ловушки для участников Smart Money, потому что мы знаем, где находятся их стопы. Мы понимаем головой, что именно здесь будет их стоп. А перед тем, как мы с вами перейдем на график и посмотрим несколько примеров из данных блоков, я хочу объявить, что все тематические комментарии под этим видео будут являться участниками для доступа в закрытый канал по чужим стопам. Тот канал, в котором постоянно автоматически публикуются все мысли других трейдеров, которые собираются входить от определенных зон. То есть вам не нужно будет самому что-то придумать, а там уже все есть. Нужно просто сделать анализ и применить это в своей торговле. Смотрим евро-доллар. На самом деле можете любой инструмент посмотреть и поехали определять все возможные ордер-блоки, которые у нас рисуются непосредственно по стратегии ICT. В данном случае мы выделим вот этот блок, да, в данном случае выделили. Видим, что только те, кто выделял 3 свечи, получили здесь сделку и улетели вверх. Но мы-то понимаем, мы все жадные, скорее всего, большая часть из нас сюда не войдет. И самое интересное, многие из этих людей, которые входят в эти позиции, они оставляют свои лимитки. И мы чуть позже посмотрим, что с этими лимитками произошло. На самом деле, в данном движении многие поставят твою лимитку непосредственно вот сюда. В данном случае движение идет выше, вот эта вот свеча у нас точно так же будет являться ордер-блоком. Внутренний бар, давайте я, наверное, внутренние бары пока отключу, чтобы они вас сильно не смущали. Так, вот у нас красивая черная свеча. Понимаете, что здесь входов не было. Идем дальше. Дальше у нас есть некий вход, точно идеально, но проблема в том, что, посмотрите, я-то выделил какой вход? Я выделил второй. А на самом-то деле по-настоящему нужно было выделить какой? Вот этот замечательный вход. После вот этой зеленой свечи человек получил стоп. Это нужно обязательно помнить. Человек здесь получил стоп, соответственно, один стоп у нас есть, да, то есть позиция была открыта непосредственно вот в таком формате, сейчас увеличу, и мы с вами видим, что вот этот замечательный стоп, он у нас полностью что? Собран. То есть нисходящее движение, есть условия снятия ликвидности, да, есть условия снятия ликвидности. Я не буду уже рассказывать про вот эту вот мелочь, потому что там тоже был стоп. Но мы покажем хотя бы большие, красивейшие графики.
У нас есть снятие ликвидности, и мы, получая стоп, улетаем в небо. Отлично, стоп есть. Дальше у нас есть вот этот замечательный блок, и мы что видим? Вроде бы, слушай, ну, улетело. Да нет, не улетело, получили здесь стоп. А на самом-то деле, после вот этой вот позиции, то есть вы сейчас просто посчитайте, сколько здесь на самом деле есть стопов. И для чего это вообще делается? Это делается для того, чтобы вы понимали, что все, что делают, все, что знают другие люди на графике, почему я отметил здесь блок, кстати? Вот здесь-то тоже есть откат, тоже стоп. Кто-то скажет, нет, ну, Артем, ну это фигня, давай вот тут вот. Вот тут-то есть откат, вот тут-то обновили хай, значит, тоже есть вход. Значит, и будет еще один вход. И мы таким несложным образом просто с вами видим, что потенциально это все стопы. Что вот это? Вот в чем здесь момент? Казалось бы, ну все, наверное, сейчас будет ход. Откатываем, смотрим график и понимаем, что, все равно цена только дошла для того, кто взял от хая, да, кто взял от хая. Да, кто-то берет вот здесь на откате, кто-то еще войдет. Проблема в том, что у человека, который в данном графике входит, он уже получил 4-5 стопов. Ну все, для него точки входа нет. Он уже будет ждать большее подтверждение. Вы про это тоже почему-то всегда забываете, когда думаете про чужие стопы. И по итогу во что вот это все превращается? Особенно вот эти вот блоки, которые не отработали. Смотрите, это была первая часть в Smart Money, которая говорит, ребята, когда ты там где-то развернулся, просто по тренду ты должен ходить. А что говорит вторая часть Smart Money? Она говорит следующее. Если у тебя есть восходящий тренд, то будь любезен, нарисуй свою структуру, а по ней найди все возможные зоны интереса. И каждая из этих зон интереса позволит тебе довольно неплохо заработать. Давайте посмотрим, как это происходит. В данном случае мы видим, что дают ли нам вообще вот эти зоны заработать. А мы-то помним, мы входим лимитками. Это часть из вас, которая посмотрела видео про стоп-приказ, входит стоп-приказом и может вообще не получить здесь стопов. Кстати, если вы не смотрели это видео, посмотрите оно в закрепленных комментариях. А мы идем дальше. Дальше у нас идет восходящий тренд, после чего цена откатывается. И казалось бы, ну все, у нас супер потрясающие блоки, которые по-любому отработают. Мы видим, цена приходит в блок, у нас есть тейк, но вы же понимаете, что даже с таким тейком вам придется затянуть, ну, хотя бы на вот этот хай, да? То есть по итогу-то позиция ваша открылась где-то вот тут, покажу, чтобы было более приятно, то есть 1 хотя бы к 4, ну, может быть, 1 к 3, ну, хотя бы, ну, ладно, давайте вот сюда хотя бы, на ближайшую какую-нибудь ликвидность, мы не такие жадные. По итогу, вот это тоже немножко подвину. По итогу мы с вами видим, что наша замечательная цена уже в позиции, ну, наверное, надо покупать Lamborghini, но нет, цена берет и проваливается вниз. Берет и проваливается вниз, вот она какая нехорошая. Что со следующей позицией? Тоже ордер-блок, тоже смотрим, мы тянули от этой вот черной свечи, да, здесь, конечно, придется, наверное, как-то, ну, наверное, вот так поставить свою позицию. Я понимаю головой, что кто-то поставит стоп сюда, кто-то сюда. В целом, посмотрим вот этих товарищей, чтобы дать им чуть-чуть больше шанс. Здесь у нас 1 к 3, ну, давайте затянем ровно 1 к 3, да, получится. Вопросов особо нет. Подходит цена, забирает нас в позицию, мы счастливые, довольные, собираемся закрываться. Понятно, возможно, мы бы уже вот здесь на Франкфурте закрылись, но, ребят, ну, простите, входить, рисковать 1 к 1, зачем тогда вообще торговать? Ну, нет вообще смысла торговать. Это, я повторюсь, я еще тейк не поставил вот сюда. По факту это даже 1 к 2. Ну, то есть такая себе история. Дальше цена улетает вверх. И смотрите, что многие будут еще делать. Многие будут вот здесь точно так же находить блоки и точно так же от них входить. Все, рынок улетел. До свидания, мы летим в небо. Соответственно, задача купить. И что нужно сделать? Снова выставить позиции. То есть еще не успев получить позицию по первой сделке, люди уже здесь входят. Да, кто-то не входит, да? То есть кто-то получит там свою позицию, будет все замечательно. И довыставляют вот такого формата ордера. Что мы видим с этими ордерами? Цена счастливая, довольная, их забирает. Может, вот тут хотя бы тейк будет? Нет, не повезло. И тут тейка не было. И по итогу рынок выбивает все наши видимые блоки. Все блоки, которые мы знаем. Да? Соответственно, эти блоки будут для нас ловушками. И только после того, как мы получили по этим блокам, кстати, здесь стоп еще до сих пор не был, я, честно, не помню, как график пошел, поэтому для меня это тоже немножко секрет, немножко страшно. Давайте я вот эти бывшие убираю, так, и смотрим дальше. Ого, почти тейк, нет, не тейк, почти тейк.
Так, и все, и мы валимся дальше вниз. Угу, понятно. Ну, бывает так. Допустим, он бы здесь получил 1 к 3, молодец, вообще красавчик, вопросов нету. Но проблема в том, что мы посмотрели на графике, сколько раз это не отработало. Есть один из сотни, 2, 3 из сотни. Они получат тейк. Остальные — это ликвидность. А что, если мы посмотрим наоборот? Если мы не захотим быть ликвидностью, а станем как раз теми самыми трейдерами, которые будут работать против этой ликвидности. Смотрите, давайте начнем с позиций, которые сегодня сам брал. Все подтверждения есть в моем телеграм-канале. Если вы еще не там, обязательно приходите. Причем самое интересное, тут можно ставить дизлайки. Если вы не понимаете, почему эта сделка происходила, поставьте здесь лайк, я на нее обращу внимание, и я еще более скрупулезно объясню ее в ежедневном утреннем разборе. Да, иногда и 1,5 получаем, но периодически и по 10, как получилось сегодня. По итогу, что у нас происходит? У нас с вами сегодня какое? 23 июля, доедем до 23 число, то видел сегодня утром я. Во-первых, напомню, вот это все движение просто тупо посносило все возможные ордер-блоки. Как отмечаю на своем графике SMT-блок я. Это вот этот вот закрашенный прямоугольник. Очень часто с надписью SMT, если я очень сильно ленюсь, просто закрашенный прямоугольник. Да? То есть вот вы увидите вот такой закрашенный прямоугольник. Что означают белые блоки? Это блоки, выделенные как зоны интереса. Их вы можете увидеть в видео, какие зоны интереса торговать. Тоже есть в описании. Очень часто эти блоки могут совпадать, и это я всегда в голове держу. Я могу даже специально иногда перерисовать этот блок. Это нужно понимать. Что я сегодня увидел? Я увидел, что ордер-блок, который находится вот здесь, а помните, что такое этот ордер-блок? А это не что иное, как наш SMT-блок. Я увидел, что он является непосредственно лоем, и вот эта свеча сделала с этим ордер-блоком равные лои. Что это означает? Здесь точно есть ликвидность, здесь точно будут стоять чужие стопы. И даже если они здесь не вошли, а почему я вам в начале вот здесь пытался показать, что многие трейдеры будут стоп ставить вот сюда, стоп сюда? Да потому что у нас у всех есть жадность, мы все хотим заработать чуть-чуть больше. Из-за того, что мы периодически побаиваемся, да, мы можем сокращать свои стопы. Либо, когда цена улетела вверх, мы очень часто их передвигаем куда? Без убыток, чтобы нас срочно закрыть. Допускаем, что остались трейдеры, которые вошли вот так, более консервативно. На самом деле будут еще трейдеры, которые вошли вот так. Помните, вот от хая вот этого блока. А кто-то вообще от тени вошел. Соответственно, я понимаю головой, что многие вошли вот здесь. И их рынок точно не закрыл. Вот это вот одно из пониманий SMT-блока. Ну, тейк не будем говорить, там страшно даже подумать, куда они хотят с таким стопом поставить тейк. Что вижу в текущей ситуации? В текущей ситуации у меня точно такая же картина. Поскольку мы показали некое нисходящее движение, поснимали всю ликвидность, поснимали все стопы, все возможное, просто тупо поснимали. Единственный блок, который по ходу остался, это вот здесь вот нетронутый, но мы так к нему на самом деле не вернулись. Моя задача точно так же, что сделать? Выделить все возможные SMT-блоки, которые будут у нас на графике. По факту это блок 1, по факту это блок 2. Все остальное митигировано, поперемитигировано. Да, где-то здесь люди получали возможные точки входа, но тейк, скорее всего, будет либо на Токио, ну, либо еще где-то выше. Потому что вопрос, куда они поставят стоп. Если я понимаю головой, что здесь у меня будет непосредственно стопы, а помните, с чего начиналось видео? С того, что вот здесь и еще вот здесь у нас будут точно стопы. А помните, где еще у нас стопы? А стопы у нас находятся еще вот здесь. А что это такое? А это лой, за которым явно эти стопы есть. Соответственно, вот эти стопы позволяют мне сформировать мой торговый план. Я понимаю, куда потенциально должен пойти рынок. Я могу спрогнозировать это, спланировать. Соответственно, моя задача — поискать сделки в этом направлении. Что я вижу? Я вижу, когда открывается Франкфурт, мы получаем некое восходящее движение. Я понимаю, что мы получили откат. Почему? Потому что мы потенциально забрали чьи-то стопы. По этой причине, перейдя на младший таймфрейм, я вооружаюсь чем? Замечательным инструментом под названием стоп-приказ. Но я не просто так бездумно вхожу. Я найду еще один стоп-приказ, я еще найду один SMT-блок, который мы пробили. Ну, в этой каше-малаше, ну, попробуй чего-то да найди. А вот SMT-блок пробили, и стоп-приказом улетели вниз. Почему такой большой стоп? Потому что входил маркетом на утреннем разборе, куда вас и приглашаю. Обязательно приходите, посмотрите. Соответственно, получили вот это замечательное нисходящее движение, которое принесло мне
5R, 4,5R. Смотрим дальше. Дальше цена входит куда? Цена входит точно в ту же зону. Цена входит непосредственно в наш блок и получает восходящую реакцию. Тут, конечно, два варианта. Тут вариант, либо мы сейчас улетаем в небо, о чем могли бы подумать многие, либо мы показываем сейчас обман, чтобы пойти вниз. Мы помним, наш план был забрать вот этот лой. Почему? Потому что мы здесь набрали с собой большее количество участников, и мы не показали никаких всплесков. По этой причине поедем ниже. Смотрим, что происходит. По итогу мы видим начало нисходящего движения и дальнейший пробой. Можно ли было где-то здесь войти? Да, можно. На младший таймфрейм переходим, смотрим, что у нас здесь есть и какое решение я здесь принял. На самом деле я, кстати, здесь использовал. Нет, не использовал. Хотел сказать, что использовал СМТ-блок. На самом деле мы его пересвипнули. Видите, вот эту зеленую свечу мы пересвипнули, и после этого я вошел в позицию. Как есть, не судьба. Соответственно, мы видим с вами, что вот эти общедоступные блоки нам не особо сильно позволяют. По этой причине включайте голову и думайте немножко по-другому. И помните, что 90 с чем-то там процентов трейдеров убыточны. Может, дадим себе шанс войти хотя бы в эти оставшиеся 9, 5, 4, 3%.